Это нейросеть Claude, и я плачу в месяц за подписку на эту нейросеть по 100 баксов. Эта нейронка списывает с моей карты $100 ежемесячно, хотя сама не умеет делать даже картинки. В этом видео я объясню, почему так. Почему я готов платить за обычную нейросеть, которая чем-то напоминает чат GPT, целых $100 каждый месяц. Дело в том, что нейронка эта, она точно такая же, как чат GPT или DeepSeek. Вы можете написать сюда свою задачу, она вам ее сделает. Перепишет пост, напишет письмо и так далее. Напишет даже программный код. Но у них есть штука, которая выгодно отличает их от остальных нейросетей. Это Claude Code. Штука, которая изначально была сделана для программистов, но посмотрев это видео, вы поймете, что здесь нет ничего про программирование. И даже если вы обычный менеджер, человек, который просто перекладывает какие-то файлы за компьютером, делает презентации, может быть дизайн, вы тоже можете делегировать ей свои задачи. То есть вы можете обучить эту нейронку делать вашу работу и отдать ее этой нейронке с помощью skills. Это навыки, то есть вы можете научить Claude работать так, как работаете вы. Делать презентации, как вы, писать тексты, как вы, создавать документы, как вы, скачивать видео, монтировать видео, накладывать субтитры. Все то, что вы делаете каждый день по своей работе, вы можете запаковать в навык. Это такой файлик, который вы даете нейронке, и после этого она умеет что-то делать. Давайте покажу на реальном примере, как я что-то делаю. Я записываю видео на YouTube, и из всего этого процесса мне нравится только одно – записывать видео. Как вот сейчас я вам объясняю, что-то показываю, кликаю мышкой, комментирую весь процесс. Мне это нравится. Но придумывать заголовки для видео мне не нравится. Мне не нравится рисовать обложки, придумывать описание, загружать это видео через браузер и проставлять все галочки мне не нравится. Поэтому я обучил Claude, чтобы у него был навык. Он у меня называется процесс. То есть я делегировал весь процесс, который не связан с записью видео, ему. Я не хочу это делать. Я просто пишу здесь команду, как в Telegram-боте, /процесс, закидываю в него видео, которое лежит в моей папке Projects, это папка с YouTube, и нажимаю Enter. Все, мне дальше делать ничего не надо, потому что что сделает Claude? Он вызовет агентов, у которых есть навыки. То есть навыки, которые я вам показывал только что, можно засунуть в агентов, и агенты будут что-то прям делать на вашем компьютере. Например, сейчас он просит у меня доступ к новой папке, которую он создал. Он только что на наших глазах создал папку с названием этого проекта. Он понял, что это за проект, исходя из названия видео. Он создал здесь папку видео, туда перенес мой видеофайл. Еще он подготовил заранее папку Thumbnails, куда положит в будущем обложки. А сейчас он будет заниматься улучшением звука через Auphonic. Если вы не знали, есть такой сайт, он называется Auphonic, где вы можете улучшать звук на своем видео. Это как Adobe Enhance, который повышает качество звука, убирает шумы, просто более дешевая альтернатива. И раньше приходилось заходить сюда и закидывать свой видеофайл для обработки звука сюда, ждать, пока он загрузится, потом скачать его. Вместо этого я настроил агента, у которого есть этот навык. Я создал агента, который из моего видео достает звук, отправляет этот звук в Auphonic, достает его обратно оттуда и приклеивает обратно к моему видосу. И у меня видео становится с хорошим звуком, сразу с нужными фильтрами. После того, как этот этап закончится, начнется следующий этап, где он начнет доставать тексты из моего видео. А вот видос, который он улучшит, он положит вот сюда. И этот процесс занял для 10-минутного видео всего лишь 1 минуту. Ну, чуть больше, ладно, будет 2 минуты. Вот он, этот видос. Вот был видос, который мой исходный, вот видос с улучшенным звуком, enhanced. И дальше начнется третий этап. Он начнет вытаскивать тексты. Вот он говорит, что он закончил работу с улучшением звука. При этом я могу оставить это окно открытым и пойти, например, пить чай, который, кстати, закончился. Или могу поделать какие-то другие задачи. То есть это окошко будет работать, я в этот момент буду отдыхать. И начинается следующий этап. Он начинает транскрибировать мое видео. Если вы не знаете, что такое транскрибация, посмотрите мой дополнительный видос. Я показывал, как с помощью нейросетей доставать текст из видео. Для чего это нужно? Для субтитров. Чтобы субтитры, которые есть внизу под видео,
правильно были написаны, со всеми знаками препинания, с правильными терминами. И он это делает тоже быстро, то есть 10-минутный видос он делает за минуту. Он достанет оттуда весь текст. Для чего? Для того, чтобы потом на основе этого текста составить описание для видео, подобрать наиболее удачный заголовок для видео и потом сделать кое-что еще. Сейчас покажу, что именно. Сейчас он достанет файлы, вот он достал транскрибацию, и он написал, в какую минуту или в какую секунду какой текст я говорю. Вот здесь написано: сейчас в Instagram есть такой тренд, который записывают родители и дети. То есть полная расшифровка всего видео. Дальше он начинает исправлять ошибки. То есть вот эта транскрибация, она иногда бывает с ошибками. Какие-то термины неправильно распознались, какие-то звуки лишние на видео помешали правильно определить, что за слово. И нейронка просматривает эти субтитры и переделывает их, то есть исправляет ошибки. А потом она переведет это на английский язык. Причем самый кайф, что можно запускать несколько агентов параллельно. Например, я перейду в папку YouTube и запущу там Claude. И я, например, могу использовать команду, которая называется тизер. Тизер — это нарезать видео, самые удачные моменты из видео, вот из этого моего видео. Мне нужно нарезать из вот этого видео самые удачные моменты. И у меня параллельно работает два сотрудника. Один делает транскрибацию, затем исправляет ошибки, а другой в этот момент может делать тизер. То есть он берет мой видос, находит в нем самые удачные моменты, самые классные цепкие фразы, которые он вырежет и сделает из этого маленький коротенький ролик. Вот транскрибация у нас исправлена, найдено 5 правок. Он сейчас завершает работу, и дальше он начинает делать перевод и заголовки параллельно. То есть он делает перевод субтитров, запускает задачу сам, и потом параллельно запускает задачу, которая подбирает заголовок для этого видео. Это все настроено по лекалам, которые я давал. То есть я заранее ее обучил, рассказал, какие навыки для какой задачи нужны. Да, мне пришлось с этим повозиться, и кто-то может сказать: это проще сделать самому. Но вот я сейчас вам записываю видео, параллельно делаю какой-то процесс. То есть я записываю видео. В этот момент идет работа. И работа будет выполнена вне зависимости от того, присутствовал я здесь или нет. И как это выглядит? Перевод и заголовки генерируются в фоне. Жду завершения обоих агентов. То есть он может запускать параллельно нескольких агентов, если, например, задача решена. Смотрите, что получилось. Он здесь взял и нарезал тизер. Он сказал, что берем: моего отца нет с нами уже больше 15 лет, я хотел бы с ним спеть эту песню. Потом он берет дальше: но пока что у меня есть возможность сделать это только с его цифровой копией. И так далее и тому подобное. И он начинает нарезать это видео. Сначала он у меня просит разрешение на создание файла, а потом он нарезает этот видос, и мы увидим его здесь, в папке с основным проектом. Я мог не запускать параллельный тизер бы все равно сделался, потому что задача, которая называется процесс, она бы выполнилась. Но сейчас у меня появляется тизер, он пока что не готов. И вот когда он будет готов, вот у меня появились еще тут заголовки. Когда тизер будет готов, я увижу иконку, что он готов, и его можно запустить. Тизер готов. Моего отца нет с нами уже больше 15 лет, и я бы хотел с ним спеть эту песню, но пока что у меня есть возможность сделать это только с его цифровой копией. И он нарезает это видео. Вот он нарезал, говорит, куда можно это выгрузить, и я, допустим, завершаю работу этого агента. И он мне говорит: заголовки готовы, жду завершения перевода. Смотрим, что у нас по заголовкам. Варианты названий для видео. Он подобрал 10 вариантов названий. Числовой с конкретным числом, например, 2 нейросети оживили фото моего отца. Как повторить? Вопросительный, как оживить любое фото через нейросеть. Практический, как сделать видео с любым персонажем в Kling AI. Провокационный, я оживил фото отца через И. Вот что получилось. Сравнительный, Kling AI против обычного видео. Вот он накидывает заголовки и дальше делает сравнительную таблицу всех вариантов. Какой из них
имеет больший потенциал. Дальше он дает рекомендации, что вариант 4, я оживил фото отца через и вот что получилось, даст максимальные клики. Лучший вариант для SEO вот такой, 10, сбалансированный, который повысит и кликабельность, и будет удачен для SEO. Он предлагает варианты для АБ-тестирования, то есть какие я смогу проверить через интерфейс YouTube. И дальше, что не использовать. И дальше финальная рекомендация. Использовать вариант 1 как основной. 2 нейросети оживили фото моего отца. Как повторить? Почему? И если нужен вариант более вирусный, и если нужен более SEO-адаптивный вариант. То есть он предлагает несколько заголовков. Он перевел текст видео на английский язык. Если я захочу, я потом его могу своим же голосом на английский переозвучить. Но я пока что такое не делаю. Дальше, после того, как агент закончил переводить, выбор лучших заголовков происходит. То есть агент, который критикует заголовки, разбирает их по косточкам и говорит, что в них не так и какой заголовок лучше выбрать. Потом другой агент сделает описание для видео. Третий агент опубликует это видео. То есть я смогу опубликовать это видео в один клик. Оно появится на YouTube-канале, хотя я даже не открывал YouTube. Вот такая штука. Вот, он критически анализирует заголовки, создает улучшенные версии. Как это работает? Если я хочу, например, обучить нейросеть Claude какому-то навыку, то мне нужно запустить его в командной строке. Просто в терминале. В Mac это терминал, в Windows это командная строка. Посмотрите, как установить Claude. Это несложно. Можно зайти на сайт и скопировать оттуда команду, которая установит его в вашем окружении, в вашем терминале. После того, как вы его запустите, вы можете писать ему любую задачу. Вы можете ему сказать: я хочу создать навык для презентаций. Хочу делать PPTX презентации на основе фирменного стиля. Создай необходимый навык, инструкции и команду. И он сделает это. Он просто выполнит эту задачу, разбив ее на подзадачи, и у вас появится по итогу команда, которую вы сможете запускать. Еще здесь можно настроить MCP сервера, но про это я расскажу отдельно в отдельном видео, потому что это дает возможность прикрутить руки к нейронке, чтобы она делала какую-то задачу, например, открывая браузер, открывая ваши Google документы и делая там что-то. Дальше идет генерация обложек. Вот этот момент, он самый, наверное, впечатляющий, потому что нейросеть вместо меня, пока я тут с вами болтал, она сделала обложку с нужными стилями, с моими фотографиями. То есть у меня есть нарезанные фотографии, которые лежат в отдельной папочке. Эта папочка называется YouTube. В ней у меня есть примеры обложек и есть мои фотографии. То есть фотографии, которые я сделал для того, чтобы... С крышкой, кстати. Для того, чтобы сделать обложки на YouTube. То есть можно взять любую мою фотку и приклеить ее на обложку. И как это выглядит? Сейчас покажу. Открываем проект. Открываем обложки. И вот он что сделал. Оживил фото с помощью нейросети. Оживил фото с помощью нейросети. Оживил фото. То есть он берет заголовок, самый главный, и с его помощью делает обложки, накидывает несколько вариантов. Он может сделать до 10 вариантов обложек. Потом он эти обложки критикует, смотрит, то есть просматривает глазами и дает какие-то рекомендации, что нужно улучшить для того, чтобы получилась обложка получше. И ее переделывает. В общем, эта штука работает просто невероятно круто и интегрируется во все процессы, и можно любую штуку ей поручать. Хочешь делать презентации – делаешь презентации. Хочешь нарезать видосы – нарезаешь видосы. Кстати, здесь у меня есть отдельная команда, которая нарезает видосы на маленькие кусочки, которые потом можно использовать в Reels и TikTok. Есть штука, которая накладывает субтитры. Есть штука, которая публикует это в YouTube и публикует это в ВК. Вот он мне говорит, что он готов нарезать новый тизер, хотя тизер у меня уже есть, я его запускал отдельно. Потом он предложит мне после всей этой работы просто опубликовать это видео на YouTube. И оно загрузится и будет лежать в YouTube. И все, что мне остается, это только открыть YouTube Studio и нажать на кнопку «Опубликовать». Все, больше ничего не надо будет делать.
Я вспомнил, он еще делает Telegram-пост. То есть он нарезает тизер видео и отправляет в Telegram мне сообщение. Сейчас я попробую открыть Telegram. И он мне в Telegram, по идее, скинет сообщение с анонсом этого видео. Сейчас где-то у меня здесь должен быть ассистент. Вот он говорит, что ошибка парсинга, поправит parse mode. Он, кстати, вот это классная штука, что сейчас вышла ошибка. Он говорит, у меня ошибка в коде какая-то, он сам этот код для себя исправляет, что-то переделывает и говорит, типа, все исправлено, смотрите анонс. То есть вот он исправил свой код, и теперь у меня в Telegram ассистент прислал мне нарезку, тизер, и коротко о том, что в этом видео говорится. Это я потом опубликую у себя в канале, для того, чтобы люди переходили в Telegram. То есть из всего процесса записи видео и публикации я сделал только запись. Дальше нейронка помогает выполнять задачи. Как видите, видосы живые, то есть вот он я, да, не нейроаватар, но все остальное, что не касается самого видео, делает нейросеть. Все, следующий шаг, он говорит, проверь материалы, и если все хорошо, то запусти публикацию. Я пишу, и он публикует. То есть я выбираю команду публикации видео. Дальше это видео появится у меня в YouTube Studio. Готово. Он опубликовал видео, оно находится в студии. То есть я могу открыть его в творческой студии. И смотрите, он загрузил сюда обложку, загрузил сюда заголовок, загрузил сюда описание, главы, все, как надо, подгрузил сюда мои соцсети, значок, все галочки проставил, там видео для детей или не для детей. И самое главное, он даже сюда теги проставил, то есть вот эти вот AI для видео, Gemini Advanced, оживить фото и так далее. Он проставил все необходимые галочки, и мне остается только публиковать это видео, то есть изменить его доступ. Это ли не чудо? Если вы хотите научиться делать таких агентов, делать такие скиллы, то напишите об этом в комментариях к этому видео. Лайк поставьте, я так пойму, что эта тема для вас актуальна и интересна. И сделаем либо воркшоп на эту тему, либо запишу видос на эту тему. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. И на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Артем Исламов, это Лысый из браузера. Рассказываю про нейросети, чтобы улучшить вашу жизнь и работу. До скорой встречи.